Всем привет! Сегодня еду от границы Мексики в Гватемале. В общем, не пустили меня в Мексику, но были для этого знаки. Вот. И все равно я люблю границу Мексики и Гватемала. Там особая земля для меня. Я считаю, земля — это энергия, как и человек. И если осознанно подключиться к этому, ты можешь узнать многое о себе не только в этой жизни, но и в прошлой. Вот. Но сегодня вопрос такой, что как прийти к вере? Как вообще верить? Как поверить? Зачем верить? Возникают вопросы. Я и так живу хорошо, работаю, деньги есть, семья, все хорошо. Зачем мне ваша вера? Что мне с ней делать? Куда положить? Я считаю, что вера в будущее, особенно в светлое будущее, во-первых, она только может прийти через понятие себя. Но если мы затронем вообще, что даст вера и зачем она. Она нужна человеку для того, чтобы понять, что мы живем вообще в призме картинок, и существование цивилизации, оно происходит в формате игры, можно сказать, да, что тут бегают кто-то туда, кто-то сюда, кто-то оттуда принес, кто-то сюда отнес, купил, продал и все прочее. И так жизнь проходит вся. Но понятие вера, оно структурировать можно по-разному. Что за вера? Что, в Бога верить или в что верить? Многие связывают веру с Богом, с религией. Я веру связываю с тем, что вера поверить в себя, в первую очередь. Поверь в себя. Поверить в себя в том плане, что мир не такой, как ты его видишь. То есть он намного совершенно другой. Мы видим только, как я говорил, картинки, которые нас окружают. Вот сегодня красное, белое, зеленое, мотоцикл, сегодня вертолет, самолет, а завтра летающая тарелка. И это все иллюзии, которые преподносят нам этот мир. И это для того, чтобы либо ты поглощаешься в этих иллюзиях и играешь эту игру, скажем так, либо ты выходишь из этой игры и наблюдаешь за этой игрой со стороны. И когда это приходит вера в это, сначала нужно в это поверить, что это реально. Ты можешь выйти, как я сказал, из игры и посмотреть на это все со стороны, как это все происходит. Но просто вот так я сейчас выйду, посмотрю и обратно зайду, не получится. Надо сначала в это поверить. Следующий момент. Вера, она позволяет открыть себя. То есть ты открываешь себя. Кто ты, что ты, в чем твое предназначение вообще. Не с точки зрения там бизнеса, карьеры, денег, папа я или мама, семья и все прочее. Не с этой точки зрения. А с точки зрения твоего я, то есть твоей души. Я, оно, как грубое слово, его употребляют как эго-я. Я — это как личность, то есть структурировать слово «я» можно по-разному. И вот это понятие, что мир не такой, каким мы видим, он совершенно другой, и он настолько объемный, его так обычным глазом даже не восприять. И это позволит человеку дать другую жизнь, показать новую жизнь. Эта жизнь как раз есть души, сейчас кто-то скажет духа. Душа и дух — это, в моем видении, это просто дробление. Это дробление можно раздробить еще на 10 частей и назвать еще по-разному. Это с точки зрения вот тех людей, которые хотят там
скажем так, преподнести грамотно, как в университете, показать свой статус и все прочее, начинает красиво рассказывать, вот так, все это. Я задаюсь вопросом: слушайте, а вы это в какой книжке прочитали? Кто учителем был? Кто рассказал все это вам? Вот. Но особо как-то никто про это не говорит. Там где-то кто-то там. Когда там где-то кто-то там, это тот шаблон кто-то написал. Либо когда человек говорит, это пришло извне, это пришло мне, я это увидел, я это почувствовал. Потому что многие это скрывают. Они говорят: нет, мне кто-то там сказал, я оттуда узнал, туда перешел и там прочитал, в общем. Все, что написано, тоже не есть вся правда. Многую информацию скрывают вообще от людей, чтобы лишний раз люди не знали. И, значит, возвращаясь к вере, то есть вера позволит увидеть новую жизнь. То есть новая жизнь совершенно в другой призме, в другом, можно сказать, в другом измерении, да. И вот это измерение, скажем так, оно позволяет раскрыть в себе душу. И когда человек раскрывает в себе душу, то душа, она может разная быть в этот момент, да. Раздробим, чтобы было понятно, там черное, белое, то есть мрак, свет. И она может быть в разных ипостасях находиться. И человек может это использовать во благо общества, во благо мира, света, или во благо своих интересов, богатства, власти и все прочее. Категория дробления разная идет. И здесь это позволяет, если во благо света действовать и слушать свою душу, то можно прийти к новой жизни. К новой жизни, то есть получить следующее тело. Но оно не просто так вот дается, вручается: держите, получите, распишитесь. Нет. Его получает не каждый, и кто бы там ни говорил, что душа там перерождается, живи, кути и все прочее, так не происходит. Душа либо опускается в ад, либо получает новое тело, либо такая же категория есть, где она работает без тела, и она либо становится учителем сверху, можно назвать ангелы, но она и помогает тем людям. Почему люди многие говорят ангелы? Это, в принципе, души без тел, которые работают как учителя. И могут также, если они не доработали, скажем так, некая есть иерархия, не помогли определенным личностям, которых можно было спасти, они возвращаются обратно в тело, чтобы отработать свою работу, которую не смогли воплотить без тела. И такая иерархия, она очень длинная, но это другая история, мы не про это сегодня. И, значит, получается, что человек не хочет верить. Зачем мне верить? Слышите, мне работать надо, деньги зарабатывать, там, у меня квартира в ипотеке, в общем. Да и детям в школу скоро. Ты тут проверку какую-то рассказываешь мне. Вот. Я думаю, что знаки всегда приходят, каждому по-разному. Во-первых, кому-то приходит знак, показывает это видением, кому-то во сне, кому-то каким-то происшествием, возможно, заболеванием, возможно, какое-то ДТП там и так далее. Эти знаки приходят. Просто на них нужно обращать внимание. Люди вообще не хотят обращать внимание на знаки. Они уперлись: так, мне нужно заработать к концу года столько денег. Так, мне нужно
стать начальником, или мне нужно это. Все, призма выбрана, цель выбрана, вправо-влево человек не воспринимает, что там что-то снится, что-то там видится, это какая-то бредятина полная. Вы давайте отстаньте, сейчас надо к психиатру сходить, он мне поможет. Вот, но, а что психиатр? Он что там, всевидящий, что ли? Он знает, что в голове этого человека на данный момент происходит. Ну, дал таблеток и стер все, что, в принципе, ему приходило с подсказками. И в этой ситуации, если человек хочет все-таки, да, я хочу, вот дайте, помогите, подскажите, как к этому прийти, как поверить, то есть варианты, когда просто надо отстраниться от общества, то есть уединиться с самим собой, один на один, и подумать. Ну, то есть подумать, поразмыслить о прошлом. То есть о прошлом. Пойти по прошлому, повспоминать свои ошибки, какие совершил, что сделал неправильно в своей жизни, как ты оцениваешь свою жизнь сегодняшними глазами, что происходило в прошлом. Если вот эти моменты выходят, и ты их фиксируешь, ты понимаешь, что да, что-то не то, и у тебя определенный список, скажем так, вылез, то ты понимаешь, что не все так хорошо, почему-то мне как-то все это было закрыто, и почему я этого не видел, да, надо было вот это поменять, это изменить. И нужно начать менять себя согласно того списка, который ты увидел в себе. То есть ты начинаешь с самых азов и так далее. И остается вопрос, дойдешь ли ты до конца с этим маленьким списком изменений, которые ты увидел сам. Не то, что говорят люди со стороны, так, это ты в это не веришь, что не делаешь, так далее. Не. Ты сам себе признайся. То есть признайся, что ты не так делал, не так жил эти годы. И начав вот с этого, ты должен включить себе, что да, но кто мне в этом поможет? А поможет в этом вера. Вера, что это можно изменить, раз. Вера – это то, что ты не повторишь это повторно. Вера – то, что все будет намного светлее, чем сейчас. И это будет очень трудно, потому что не захочется это делать, менять. Да зачем меня менять? Да я уже такой, какой я есть. Да тут мне уже, там, не знаю, 40 лет, 50, кому и так далее. Да вы что тут? Я уже созданная личность. Но человек сам выбирает свою жизнь. Но это решение провальное. И оно будет являться таким, что человек так и, скажем, не проснется и не увидит другую жизнь. Потому что у каждого рожденного человека присутствует свой внутренний храм. И внутренний храм, который имеется вот здесь, можно там по чакрам сейчас расписать, его нужно раскрыть в моменте той жизни, в которой ты живешь. Если этот храм не раскрывается, то ты его теряешь. Потерять его можно разными способами. Потерять его можно неосознанно, кто-то его начинает вычерпывать, твой храм. Всякие маги, шаманы и колдуны, которые говорят, сейчас мы вам поможем, сейчас мы вас исцелим. Они видят, что этот храм закрыт, и они начинают вычерпывать оттуда энергию. Либо храм человек за жизнь не открывает, и он умирает закрытым. Все, тебе была возможность его открыть, ты не открыл сам. Другой, третий вариант, положительный,
Когда человек открывает в себе вот эту истину свою, предназначение, можно сказать, он видит себя и чувствует вот это все. И когда это чувство, ты веришь, вот включается вера, ты веришь, ого, это же реально. Это не сон, это не миф, это не сказка, это реальность. И вера тут тебе так помогает двигаться намного дальше. О, я могу, я это могу, то могу. В действительности это существует. И вот это движение, оно позволит изменить себя, изменить эту жизнь в намного лучшую сторону и получить возможность следующей жизни, получить новое тело. Это важно. Я не хочу жить вечно, только боюсь умирать. Знаю, что все конечно, но не могу не кричать. Я не хочу все знать, но у меня есть цель, и мне нужно понять, когда закроется